Сегодня делаем бисмарк, а точнее его зубастую вариацию. Расчеты, как всегда, можно найти в приложении. Ссылка в описании к видео и на главной странице канала. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Образец цепи будет массивным, поэтому накручиваю проволоку вручную. Это позволяет более точно чувствовать сам процесс. Я использую размер бегунка для навивки, равный половине диаметра ригеля. После того, как накрутил спираль, нарезаю ее на отдельные кусочки, по 2,25 оборота. Место реза удобно определять с торца спирали. Крупные цепи я собираю из кусочков, а мелкие прямо из спирали. А какой способ используете вы? Напишите в комментариях, я с интересом почитаю. Когда все нарезано, можно приступить к сборке. Сам процесс сборки несложный. Необходимо вкрутить половинки звена друг в друга. А после того, как звено приняло собранный вид, я поджимаю витки. Это позволит облегчить последующую сборку, а также предотвратит разрушение звена. Знали ли вы, что первым названием такого плетения было Гарибальди? Если да, то отметьте себя в комментариях. Поджатые в процессе сборки звенья оставляют цепь подвижной, что, на мой взгляд, более удобно для пайки. Во время пайки я использую комбинацию флюсов. Это раствор буры и борной кислоты для покрытия цепи и 209 флюс от магазина Инструмент 585 РФ для покрытия припоя. По моему мнению, такая комбинация сочетает в себе достоинства этих флюсов, а именно относительно низкую температуру активации и достаточно сильную поверхностную активность. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому вид и качество пайки оставляю на ваш суд.
После пайки нужно подрезать усики. Для этой операции я применяю обычные электротехнические бокорезы. Обратите внимание на положение сторон бокорезов при отрезании. Такое положение позволит в последующем сформировать необходимый вид. Вот так выглядит полотно после подрезки. Как видно, места паек плавно переходят в заостренный зуб. Следующая операция – сколачивание. Для нее я использую киянку с полимерными бойками. Процесс сколачивания позволяет получить более тонкое и плотное полотно, нежели протягивание. Не стоит пытаться вбивать полотно за раз. Оптимальным условием качественного сколачивания будет многократное выхаживание киянкой всего полотна с двух сторон. При необходимости после сколачивания полотно выкручивается вручную до плоского вида. Далее полотно подлежит запиловке. Сначала формируются плоскости, а затем боковые поверхности. Классической формой запиловки является плоский овал. Но никто не запрещает сделать, к примеру, прямоугольник или вывести дополнительные грани. На этом все. Благодарю за просмотр и до встречи на Цепилогии.